Здравствуйте, Овны! Сегодняшний второй прогноз мы делаем для вашего знака зодиака. И расклад, который вы сейчас увидите, это расклад на следующую неделю. Неделю с 6 по 12 июля. Давайте посмотрим, что же вас ожидает. Какие вам карты сегодня выпадут, что интересного у вас произойдет. Я напомню, что вы можете подписаться на мой YouTube канал, оставить сообщения, оставить любой отзыв под этим видео. Я буду знать, насколько вам этот расклад подходит, насколько он перекликается непосредственно с вашей ситуацией. Более того, вы можете поучаствовать в акции, которая проходит на моем YouTube канале. Условия в описании под этим видео, в закрепленном сообщении, а также во вкладке сообщества. Кому интересно, пишите свою дату рождения, либо дату рождения интересующего вас человека. Итак, давайте посмотрим, что же происходит у представителей знака Овен. Какие карты вам сегодня в нашем раскладе выпадут. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. В целом очень хорошие карты, очень сильные карты. И карта туза жезлов, которая здесь выпадает, первая, она показывает такой очень настрой решительный в самом начале недели на реализацию своих сил, возможностей, на то, что вы готовы к каким-то переменам, на то, что вы готовы действовать, реализовывать то, чем вы горите, какой идеей вы горите. То есть делать какие-то конкретные для этого уже шаги, предпринимать конкретные действия по тузу жезлов. Для вас это как важное новое начинание может быть. Много страсти, много огня в том, что вы здесь делаете и как вы это делаете. И по четверке пентаклей это что-то, чем вы дорожите. И по четверке пентаклей, возможно, это опять-таки какие-то решительные действия ваши, направленные на то, чтобы сберечь что-то для вас ценное. То есть решительно какие-то решения принимать, чтобы сэкономить на чем-то деньги. Или решительно что-то здесь выполнять или что-то делать, что будет сохранять вашу стабильность и по четверке пентаклей постоянство в вашей жизни. Да? Вот что-то такое. Какие-то решительные действия, касающиеся наследства, или решительные действия, касающиеся вашего имущества, вашей недвижимости. Да? То есть того, чем вы обладаете. Вот она держит этот кошелечек, да, и вы вот по четверке пентаклей понимаете, что я этим обладаю, я этим дорожу. И вот вы какие-то здесь конкретные действия, связанные с вот этой ценностью, для вас предпринимаете. Карта сила, карта уверенности в своих возможностях, в своих силах, эмоциональный подъем, соответственно, который вы здесь испытываете по карте сила. Может быть, что-то связанное с человеком знака Лев, потому что это карта льва, и она здесь даже льва изображает. Тут же маг, собственно, который у вас дважды повторяется. То есть, опять-таки, много амбиций ваших, активности, воли, энергии, задора, которые у вас здесь есть, и уверенности в своих силах. Вы вдохновлены какой-то задачей, вы готовы работать на себя, вы готовы полностью вкладываться в это, и у вас есть для этого все ресурсы, все возможности, как у мага. И вы знаете, как какую-то вашу идею воплотить реально в жизнь, что для этого нужно сделать. Карта шестерка жезлов — это карта победителя, карта человека успешного, который мудрые решения принимает, который обращает внимание окружающих на свои действия, потому что они успешные по факту, и вы не остаетесь незамеченными, вы можете куда-то приезжать, где на вас обращают внимание и вас замечают, вы можете в чем-то добиться хорошего успеха, результата в этот день, как победы такой, победа дня, да, то есть что-то такое вот сделать, триумфа в чем-то добиться, какого-то хорошего результата. То есть карта на самом деле очень-очень хорошая на среду у вас. Тут же пятерка жезлов, то есть в какой-то борьбе или в решении какого-то спорного вопроса или какой-то работы вы добиваетесь успеха. То есть вам удается преодолеть препятствия, преодолеть трудности. По пятерке жезлов справиться в какой-то борьбе или решить какую-то спорную, сложную задачу успешно, мудро, потому что вы по шестерке жезлов ведете себя как лидер здесь.
Карта мага, карта волшебника и человека, который по сути может на многое способен, да, и многое может сделать благодаря тем ресурсам, которые у вас есть, тоже показывает человека, по сути, здесь вы, да, который очень активный, амбициозный, деятельный в четверг. И по 8 кубков, здесь 8 кубков показывает девушку, которая уходит, развернулась, уходит от чего-то, да, возможно, вы здесь столкнетесь с тем, что у вас начало дня и конец дня будет несколько как отличаться, то есть можете чем-то быть разочарованы ближе к концу дня, когда захочется оставить все и уйти, оставить как есть, от чего-то, может быть, устали, или здесь столкнетесь с тем, что, ну вот как будто нужно будет, не знаю даже как это сказать, но вот как будто есть какая-то неизвестность, как будет дальше, какие-то сомнения, переживания, да, какая-то неуверенность, но при этом вы все равно прикладываете много усилий, вкладываетесь во что-то, во что вы верите, и очень много энтузиазма у вас есть по этому вопросу. И карта дьявола, карта какого-то страстного желания заполучить то, что для вас важно, чем вы как будто одержимы, чего вы сильно хотите, к чему вы сильно привязаны, может здесь говорить также о том, что по 7 пентаклей и карте дьявола не получается достичь того, что вы хотите так быстро, как хотелось бы. Это может вас разочаровывать, расстраивать и вызывать неуверенность, а получится ли в те сроки вписаться, в которые вы хотите. Может быть, не получается, здесь не хватает на что-то ресурсов, допустим, как вы бы хотели что-то сделать или получить, не хватает на что-то денег, покупку какую-то совершить, которую сильно хочется, к примеру. Но вот дьявол — это как сильное желание чем-то обладать, или сильное желание что-то заполучить, или сильное желание на кого-то оказать влияние. Но по 7 пентаклей вы как будто не можете ускорить здесь ход событий, не можете повлиять на это. И нужно запастись терпением, потому что что-то происходит медленнее, чем хотелось бы. Для накопления денег хорошая карта, потому что вы здесь можете быть одержимы идеей накопительства для, возможно, каких-то дальнейших ваших целей, которые вы будете на эти деньги реализовывать. Карта 10 пентаклей, следующая у вас на субботу, она показывает, во-первых, какие-то финансовые вопросы, которые вы можете решать здесь, или что-то связанное с недвижимостью, вложением в недвижимость. И также по 10 пентаклей все, что связано с семьей, финансами семьи, то есть семейным бюджетом, каких-то решений, которые вы принимаете касательно вашей семьи. Но здесь, я думаю, касаемо денег что-то, и вы готовы рисковать, готовы по рыцарю жезлов какие-то крайности впадать, и в целом очень настроены позитивно, с энтузиазмом касаемо вот каких-то вопросов стабильности в вашей семье или в вашем доме. Следующая карта Луна на воскресенье, и вот она, ну, скажем, да, такая больше о страхах, о переживаниях, о боязни обмана, о какой-то неточности и неуверенности в будущем, которая есть почему-то в воскресенье. И тут королева мечей. Очень много размышлений об этом есть, очень много рассуждений с вашей стороны о том, как дальше поступить, что дальше делать. По королеве мечей вы стараетесь быть проницательными, внимательными, чтобы какие-то скрытые детали увидеть или скрытые мотивы, что-то, что неясно, не точно видно, да, в плохом свете видно по Луне. И по королеве мечей вы здесь стараетесь принимать какие-то разумные решения или трезво смотреть на ситуацию, то есть быть очень логичными, не поддаваться чувствам или эмоциям, которые вам Луна здесь дает или показывает. То есть по карте Луна вы можете быть как будто в состоянии такой вот замутненности, да, то есть вы хотите из этого состояния выйти и в воскресенье разобраться в происходящем, смотреть вещи, видеть трезво, четко, и исходя из этого, соответственно, решение принимать. Может быть, какой-то разговор с воздушным знаком, это весы, близнецы или водолеи, может быть, какие-то страхи, связанные с таким человеком, или какая-то неясность, неточность, которая возникает у вас, да, в общении с таким человеком по королеве мечей и Луне. Может быть, вам кто-то говорит свою правду, говорит ее, проговаривает, произносит в этот день, и вам становится явным, ясным что-то, что было скрыто от вас ранее. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для овнов на неделю мы завершаем. Я всем желаю всего самого хорошего. Берегите себя. До скорого.